Тебя сейчас либо убьют, либо убивают, и у тебя максимальный там стресс. Вот у меня также случалось каждый раз, когда я выходил на корт, и поэтому в эти моменты ты уже не видишь, не слышишь, все твое, все, что у тебя внутри, выходит. В моменте приходит в баланс с самим собой, то все сложилось сразу же. Как это чуть-чуть идет в разнобой друг к другу, сразу все не очень с результатами. То есть я понимаю, что бери там это все, то еще можно выстрелить куда угодно. Слишком очень много всего, очень много событий, я понимаю, столкнулся, что я просто не вывожу. Привет. Semua dilarang katanya. Semua dilarang. Marat Safin will contest the Australian Open final for the third time. Расскажи мне, пожалуйста, как распределяются роли сейчас в твоей команде? Пока никак. Ну нет, все то же самое. Просто, получается, пришел Марат. Да, подстроимся, не знаю. У тебя 3 тренера, Три тренера по по теннису теннису, физио, фитнес. и гало. Ну, это агент. Ну, 5, получается. Ну да. Основной тренер Фернандо Висенте. Да нет основного, не основного. Самый, как это сказать, кто с самого начала со мной, то Фернандо, да. Вот, Бета последние 2 года, и вот сейчас Марат присоединился. И они, во-первых, знают друг друга с детства все, поэтому найдут общий язык. То есть нет такого основное, СИО, не СИО, там, запасной основного, второй, третьего. Как выстраиваются взаимоотношения? Ты в это вообще никак не лезешь? То есть они сами должны договориться, кто за что отвечает? Я просто не понимаю, как работает всё команда. проще. А как? Объясни. Ну, во-первых, Фер, Бето и Марат простые, добрые ребята, которые знают друг друга с детства, которые у них нету какого-то эго, не эго, на себя одеяло тянуть или что-то там делать. То есть они спокойно все обсуждают и могут поговорить. Просто кто в моменте что видит, то и говорит спокойно, без каких-либо... То есть нет такого, что сейчас эти 5 минут нужно делать так-то, то-то. Типа, кто видит что-то, тот и говорит. Пока что 2 дня. Посмотрим, как это будет вот сейчас, спустя пару недель. Но последнюю вот тренировку, которую мы наблюдали, ее, можно ли так сказать, с моей стороны это будет корректно, ее вел Марат. То есть Марат больше говорил. Да. Ну, он сейчас как новый Человек в команде, в команде, да, и поэтому логично, что как раз-таки, если я беру что-то новое, то пробовать это. Либо ты берешь новое и делаешь по-новому, а брать новое и делать по-старому смысл тогда. То есть это он теряет свое время, а я делаю, по сути, то же самое. Смысл этого нового. А что тогда Марат изменил? Ну Вот ничего, за эти пока 2 что просто по-другому немножко строить тренировки, больше в работе ног по-другому, еще больше слета. Сейчас играли эти 2 дня. Попадать в определенные больше точки, то есть больше по точкам, вот, скажем так. Марат много сегодня говорил move your ass, Андрей. Чего больше говорил, что? Move your ass, Андрей, por favor. Да. Что это значит? У Марата простой язык, как и, по сути, как и у меня, поэтому... Ты его понимаешь, да? Да, поэтому коннект легко нет. Так, что, двигай ногами, если по-простому. Ну вот главная вещь, на которую он сейчас обращает внимание, это твоя какая-то психологическая, ментальная история, либо больше теннисная? Сейчас пока теннисная, не знаю, ментальная, не ментальная. Посмотрим сейчас, как будет на турнирах. Я сам пока не знаю, что из этого может получиться и как это будет. Просто появилась возможность, почувствовал, и что можно попробовать, и все, договорились. А что из этого будет? Для нас это такой же секрет, как и для всех. Как можно договориться с Маратом Сафиным? Как строится вообще этот процесс? Вообще не знаю. Это уже надо спросить Гало. Гало с ним вел переговоры? Да. Ну, то есть у тебя возникла идея, позыв такой
Марата привлечь в команду? Ты говоришь, Не, Гало, этот призыв помоги. был давным-давно еще, вообще давным-давно, еще до пандемии. Были попытки, но потом я травмировал запястье, Мгм. и все это вообще ушло на нет. Ну и все, и потом пандемия, не пандемия, и так это как-то Мгм. все ушло. И потом сейчас, там, пару месяцев назад, когда с агентом говорил, оказывается, выяснилось, что там, да ну, короче, что да, есть такая возможность. И я подумал, типа, что тогда нам не узнать и не спросить? Мы-то как бы, ладно, я, типа, вся моя команда, вы вообще с ним с детства. Я думаю, ему прикольнее будет работать с вами, с кем, кого он знает с самого детства, там, чем где-то еще. Ну и все, и вот стали вести переговоры. Ну, то есть, условно, первую смс-ку написал не ты, а Гало, да, Марату? Наверное. То есть я уже не спрашивал, там, смс-ка была, звонок, встреча. Ну, понятно. То есть, как бы, да, Гало. У Марата, нам и Жень Донской это рассказывал, было много внимания и много игроков, кто хотел его захантить, получить к себе в команду. Ну, Я не Женек знал. рассказывал в эфире «Больше лайв», что много предложений Марат Вот сейчас. получал. Да, и что Женя знает прям реально игроков, кто пытался вот так вот Ну, перетянуть Марата. Ты понимаешь, почему Сафин согласился работать именно с тобой? Нет. Ну, хочу верить, во-первых, из того, что, как я говорю, команда, потому что он знает всю мою команду, они вместе играли. То есть Гало, Фернандо, Бета, они с подросткового возраста весь ETP тур играли вместе проводили время. То есть они теннисные друганы, и как бы понятное дело, что доверие и понимание у него есть, потому что он знает, какие они люди, что не будет никакого там дискомфорта, либо боязни. Но он работает не с твоей командой, он Ну, тренирует это как, не твоих тренеров, а ну, тебя. это же все равно тоже как большой предлог. Хорошо, но он работает с тобой, с Андреем Да. Рублевым. Ну, со мной сейчас посмотрим, если, поэтому у нас и пробный период, если я, может, какой-то не такой буду или не, как это, то просто подумают, что время тратить зря и закончится все еще не успевшись начаться. Боишься этого? Да нет, как бы я же адекватный, не думаю, что... Хотя не знаю. Не боюсь, потому что должно быть все нормально. Какой тренер Марат Сафин? Пока не знаю. Ну, вы же провели несколько Ну сколько? дней Ну 2 вместе. дня мы провели Давай пока. сделаем небольшой вывод. Мы не будем навешивать ярлыки, но вот по твоим ощущениям. Я могу тебе помочь. Вот со стороны первый раз в жизни вообще вижу, как Марат с кем-то работает. Я поражена его вовлеченностью. То есть я вижу неподдельный интерес человека к тебе. Ну дай бог. Как человека я знаю, супер человек вообще. И разбирается нереально в теннисе. Как бы дальше, как бы это для него первый опыт. Угу. Для меня, ну, в плане такого масштаба первый опыт. Как это, я думаю, ну, как я говорю, для всех секрет, как это будет, во что это перейдет и как это будет. Дай бог, что все сложится, зашибись, ну и все. Интернет заполнен сейчас вашими фотографиями, где ты совсем мальчик, Марат уже не мальчик к тому времени. Не страшно ли начинать работать с кумиром детства? Не. Я был ребенком, он был моим кумиром. Дальше уже как бы вопрос стоит, либо я пытаюсь играть в теннис, и я уже становлюсь собой, либо я там также ребенок, который фанатеет. Там 13 лет, 14 уже пора пытаться играть и быть собой, не пытаться то есть смотреть на лучшие стороны всех и пытаться уже себя совершенствовать. И как бы это осталось в прошлом, и поэтому, наоборот, я об этом всегда спокойно говорю, что там Надаль, Марат, они всегда были моими кумирами. А есть бонус в том, что Марат и был первым, он знает, каково это выигрывать шлемы, и работая с человеком, который уже видел эту теннисную жизнь немножко с другого угла, это может тебе помочь. Я не могу пока сказать, потому что это для меня первый опыт. Думаю, что, конечно, да, потому что, как ты говоришь, он был первым, он выигрывал эти турниры, то есть он знает не понаслышке, не потому, что он там рядом находился, когда кто-то выиграл, или не потому, что там у него была возможность куда-то пройти, но не получилось, и он знает, в чем была проблема, а потому что он реально это сделал, то есть он знает по факту, вот, потому что все со стороны знают все, как надо
Это нормально, вот. А он знает по факту, как это и что это. Поэтому думаю, что да, конечно. Плюс, судя, потому что многие игроки все равно берут бывших игроков, которые выигрывали шлема и так далее, к себе в команду, значит, что-то... Это работает. Ну, наверное, да, тогда бы не думаю, что так бы делало много. Sorry, balls. No. The goal is to play. Even warm up to play like this, man. Come on. But focus, no mistakes, but move your ass. Браво. Играем то же самое, не обязательно бить сильно, задача двигаться ногами. Это не так. Так не работает вот вместе. Вот так вот. Чтобы он тебя стелил. Давай посмотрим на твои результаты в этом году. Да. То есть у тебя 9 побед, Да. 6 поражений, 4 поражения в первом круге, да. 1 титул и ты еще в десяточке. Как ты оцениваешь свои результаты и какое ты сам себе место в этом году, в этом сезоне вот на данный момент отдаешь? Я тебе причинила боль сейчас? Нет, я думаю, как ответить. Как бы я понимаю, что уровень там, все зашибись, вопрос только в моей голове. То есть, насколько, как вот получилось перед Дохой, наверное, максимально правильно в моменте с головой сдружиться, все сложилось сразу же. Как опять дружба с головой отдалилась, то и... Ну, не дружба с головой, состояние психологическое, скажем так. То есть, как психологическое состояние приходит в баланс с самим собой, то сразу совсем другое все происходит. Как это чуть-чуть идет в разнобой друг к другу, то тогда и сразу все не очень с результатами. Поэтому я сейчас понимаю, что просто вопрос в этом. Плюс вот новые вещи, которые делаем сейчас с Маратом, то есть это что-то еще прикольное, что поможет мне спрогрессировать в плане игры, поэтому да, хорошо я оцениваю. Как бы может всю секунду поменяться, то есть также первый, потом может случиться какой-то крутой результат. В этом в плане это что-то хорошее, что есть во мне. Что за чувство, когда ты проигрываешь в первом круге? Опять же, в зависимости, когда, вот как в Австралии, то нормальное чувство. Там, как сейчас в Америке было, то хреновое. В чем разница? В состоянии. То есть там у меня было более стабильное, сбалансированное состояние, в Америке расшатанное. В чем нужно прибавить Андрею Рублеву прямо сейчас? Да, Топ-3. во много в чем. Подача, слета, работа ног пусть будет. Если ты улучшишь вот эти компоненты, где мы тебя увидим в рейтинге? Дальше уже все зависит от головы. Если голова будет на месте, то зашибись где. Если голова не на месте, то плюс-минус так же. Но ты мне сейчас не ответил на вопрос, какое место на самом деле в рейтинге ты занимаешь. Да, потому что в моем случае не игра проблема. В моем случае только голова проблема. Как только она становится более сбалансированной, у меня сразу теннис, и там можно хоть улучшаться, хоть обулучшаться удар слева, идеальным его сделать. Когда у тебя в голове все плохое, то как бы и случается все плохое. А тебя сейчас мять будут? Да. А что тебе делают? Кайфушки. Скажи, это разминка перед тренировкой, да? Ну, разминка перед разминкой. Не знаю. Ну, мобилити, растяжка активная. Что там?
Так, даже мякоть. И для чего это нужно? Чтобы у тебя не было ни травм, Ну, подготовить, типа, тело, но я говорю, я больше как кайфушки. Ты можешь начать тянуться один, а так ты ничего не делаешь, что тебя тянут. И тебя тянут? Да. А ты можешь на шпагат сесть? Поперечный и все. Сколько обычно вот это все занимает? Ну, в зависимости, сколько времени у нас есть. Вот сегодня у вас сколько времени? Обычно полчаса, ну, сейчас мы тоже полчаса занимаемся. Это у вас первый разговор был такой с Маратом плотный? Не. Не первый? Плотный был в четверг, по-моему, в четверг или в среду. Сейчас он больше теннисный. Ты знаешь каждого человека, кто здесь работает в академии? Тренеры. Да. А первый приезжает в последний момент? Ну да. Наконец-то. И он не разминается. Он за кофе сигареты разминается. Так, там в этой пиранье всегда в тренировке приезжает. Так головного не бывает. Это ты щелкаешь так? Или Все вместе, я и стол. Мне кажется, я впервые снимаю, когда Андрею Рублеву хорошо. Все, ФП закончено. это твой типичный день при подготовке, да, к турниру? Ты во сколько встаешь? 8, но потом еще с 10-го будильника. Приезжаешь сюда? Да, завтрак и в 9:30 начинаешь все процедуры. И так каждый божий день в течение 2 недель. Ну, в течение сколько Но тренировок? сейчас к грунту сколько ты готовишься? Дней 10. Детский запах. Андрей, эти фенечки не мешают всем браслетам? Уже нет, но думаю, мешали бы, если бы сразу так сделал. Потому что когда направишь что-то, то мешает, даже если это что-то маленькое, но из того, что оно же не сразу так стало. Началось все с одной, когда мне лет 13 было, потом вторая, там, она тоже за лет 13 это все выросло. То есть оно не то, что это там сразу появилось 6 или 7. А первая еще осталась? Она жива? Нет, самая первая порвалась. Она вот, когда операция случилась, мне сказали, все снять надо, и я когда пытался снять, он порвался. Настало его время. Вы как жертва богам. Самое главное зато сохранилось. Самые первые, да, так что порвался. Ну вот, второй, вот он, третий, еще жив. А дальше уже не помню. Ты вообще не снимаешь, да? В жизни? А их невозможно снять. Большую часть из них невозможно снять. Давай поговорим про здоровье твое и про прошлый год. Вообще я так вот вспоминала, как ты выступал в прошлом сезоне, листала новостную ленту. Мадрид, добрый вечер, какая-то страшная инфекция, ангина, больницы и чего только не было. Про азиатскую серию перед этим тоже было событие не очень приятное. У тебя есть вообще ответы внутри себя, Да. почему это происходит с твоим телом? Да, ответы Почему? есть. Не скажу. Не скажешь? Не. Это связано с твоим ментальным состоянием? Ну, то есть, Да. Я ответы знаю, почему это происходит. То есть я залезаю на чужую территорию. Не, может залезать, но я просто конкретно не скажу причину. Как бы я понимаю, это самое главное. В конце сезона ты поверг всю медиа
в шок, перед Азией. Рассказал историю, что счет был на секунды, Ну, на да, минуты, плюс-минус, да. и ты мог потерять яйцо. Да. Тут максимально тебе респект, потому что мне кажется, это очень круто, что человек может рассказывать о себе такие подробности, и это делать очень непосредственно и искренне, это круто. Научи меня, пожалуйста, как можно не стесняться себя? Не знаю. Я, то есть, не представляю другого игрока, кто вот сядет, понимаешь, ты это не говорил в интервью, я не знаю, там, какому-то большому каналу или нам, я не знаю, в какой-то камерной обстановке, ты сел на пресс-конференции и рассказал: друзья, Да. я чуть не потерял Да. свое яйцо. Да. Как эта мысль к Да тебе я не пришла? знаю. Да, может быть, и глупо, что я так сделал. Я не знаю, у меня нет ответа. Может быть, с одной стороны, как будто и дурак, что так сделал, а с другой стороны, все простые люди, все обычно, у каждого в теле дохренища своих проблем. То есть, как я говорю, идеального не существует, то какая разница? Вот пусть увидят, что вот у всех они есть. А почему ты не стесняешься? Ты никогда не стеснялся? Ну вот, нет, наверное, стесняюсь и стеснялся, и стесняюсь. Я говорю, с одной стороны, вот когда смотрю на это со стороны, думаю, что, блин, что я сказал? Но ты 2 раза это повторил, это не Да разовая я акция знаю, ну была. вот 2 раза. Что я сказал? 2 раза. Ты 2 раза Еще и повторил. на как 2 разных на тех же турнирах. грабли наступил 2 раза. Да. Ну вот, а потом... И я считаю, что это очень классно. Нет, так я же говорю, потом как бы уже начинаешь более в другую сторону смотреть, не свои чувства, эмоции и так далее, что у всех людей проблемы свои разные со здоровьем, с телом и так далее, и так далее. То есть как бы эта ситуация случится и случалась со многими людьми, и как бы это же не я сам себе очень... То есть как бы... произошло, а как там другие страшные вещи происходят, не дай бог, со здоровьем и так далее. Либо просто у кого-то какие-то загоны насчет своего тела не так что-то и так далее, и так далее. Поэтому просто вот так что стесняться, раз это у всех свои проблемы. Одни из самых заплюсованных комментариев прошлого года под нашими постами или в Ютубе были о том, что Андрей очень много играет. Я у тебя... Да. В плане календаря. Да. Объясни мне, пожалуйста, на пальцах, почему для тебя важно постоянно быть вот в туре? Нет, не важно. Просто тот сезон так случился, что у меня получилось выиграть Мадрид и финал Монреаля сыграть. Ну и как бы начало года было шикарным. И это как бы меня спасло. А остальные все турниры были первые круги плюс-минус. И как бы позиции терялись, и хотелось на 8 попасть. То есть была просто цель отобраться на итоговой. Да. Абсолютно циничная есть, как бы история. Да, и как бы ты играешь больше, чтобы еще подзаработать очки, потому что ты понимаешь, что тебя эти люди могут обогнать. Осталось там, условно, 6 турниров, как бы, а ты вроде как что-то там первый, там, да, сыграл 2 турнира круто, на которых это все и держится. И как бы поэтому вот просто и игралось. То есть если бы я бы сыграл бы достаточно турниров, что уже как с запасом, то бы я не играл бы столько. Ты раньше говорил, что не очень ощущаешь себя вне тура. То есть ты не понимаешь, что ты, где ты, как ты. Да. Это состояние сейчас осталось у тебя? Либо Получше. Получше? А вот Состояние осталось просто, получше, да. что дают тебе турниры? Это какая-то рутина? Во-первых, то, что это дело, которое мне нравится, которое наслаждаюсь. Это, ну и просто как помогает отвлечься от проблем. So you follow all the process. He's trying strings right now. Okay, so he brings me rackets and different strings, and I string to him. For example, the last one, this one, he didn't like it. It was different than the day before. Okay, and now he gave me back the one that he tried the day before on Monday to re-strung the racket. This is, we go to 26 kilos, okay, in the mains, and then I change to horizontal, which is crosses for the different tension. This is the string
he's using, the one he's liking more, head hog touch. I put the string first and then I tension the strings. This is the clamp that holds the tension. One by one. Okay, this is the last string of the first half. We'll make a knot here to hold the last string. So this is the first part is finished. Now we go same thing to the other side. How long have you been doing this job? Since 14 years old. Whole life. Whole life. That's why it looks like you're playing a musical instrument, you know? Взял новые струны, потому что у меня болел на протяжении года очень сильно локоть, и я не понимал, что это от струн. Ты думаешь, что это от струн? Нет, Или я знаешь? тогда не понимал, мне просто очень сильно болел локоть. Так. Постоянно с утра надо было очень тяжело, очень долго его сгибать, чтобы он начинал более-менее разгибаться. Это вот в этом году вы диагноз. Поменял, Ага. а болел уже год. Ого. И я Так. не сопоставлял, я же еще тут садист. Нет, садист, что в плане, что болит, не пофиг. И потом я что-то в Индианаполисе, когда сыграл последний матч хреновый, меня как-то задолбало все, я думаю, ладно, попробую еще другие струны, потому что те старые струны, они мне ракетку, короче, графит внутри ломался, и струны соединялись. И то есть получалось, ломал Где ракетку ломалось? мне. Подожди, что ломалось? Я не Графит. понимаю. Вот эти штучки, Так. они ломались внутри и соединялись струны в две. То есть, они, видишь, у них расстояние есть Да. между ними. А они ломали всю ракетку и соединялись. Сама вот эта штука ломалась? Да. Охренеть. И она могла ломаться спустя там, новая ракетка могла ломаться спустя 3 дня. И я запарился, плюс сыграл фиговый матч в Индиан Уэллс и сказал, ладно, я уже задолбался постоянно просить у них новые ракетки. То, что они ломаются уже не от моих даже ударов. Вот, и попросил попробовать струны. И в итоге вот взял новые струны, сейчас ими играю. Вроде ими играть сильно разверили. Голова – это моя любимая тема. Что происходит с твоей головой? Цитата. У меня биполярное расстройство, но я сам все это Нет, запустил. это вырвано, да. Из контекста, да? Да. Давай сразу расставим Да. все точки над «и». Звучит очень страшное Не, биполярное да, из аффективное контекста расстройство. вырвано, да. Тебе никто не ставил Нет, этот конечно. диагноз. Нет, это вырвано из контекста. Объясни, пожалуйста. Нет, давал интервью в начале года какому-то большому Guardian ты изданию. давал интервью? Да, вот ему на английском. Суть в том, что я просто играл там в один момент было какое-то, накрыло так, что просто уже не понимаешь, что происходит, уже как будто какая-то биполярка. Как, типа, просто... То есть ты как пример это Ну привел? да, то есть как было как пример, и просто дальше уже это растаскалось на разные цитаты, либо что там, как мне херово, хотя я не говорил, как мне херово, просто говорил, что был этап, который вот я не выдерживал, и уже как будто шарики за ролики, я просто еще на английском не знал, как сказать шарики за ролики, не знаю, либо сходишь с ума, я привел как биполярка пример, и дальше уже все таскалось на цитаты и перевелось на русский, как есть. Окей, мы развеиваем эту информацию, у тебя такого Жалко. диагноза нет. А может и есть. Тебе никто такой диагноз не ставил. Еще цитата. «Я очень много о себе узнал. Сейчас даже, когда я в плохом настроении, когда чувствую себя несчастным, у меня нет безумной тревоги». Тоже это все, что на русском, все немного разорвано с цитатами. Почему? Ну, то есть я читала не, в да, оригинале, там плюс-минус. может как бы, быть, это еще плюс-минус. Да. Ты написал. У меня вопрос Ну, не про плюс-минус, тревогу. У меня вопрос, это, я считаю, очень важная вещь, Да. когда человек про себя что-то узнает. Да. Вот главные вещи, которые ты можешь публично Да. озвучить, которые ты про себя узнал за этот, скажем, непростой год. Стало много осознанней. Просто понял, почему происходит все, что происходит в моей жизни. А что ты имеешь в виду под фразой «стал осознанным»? Когда ты понимаешь осознанно, что это там твой выбор, лично конкретно твой, Мгм. осознанно. То есть большинство думают, что да, это мой, но это неосознанно. То Мгм. есть, когда ты именно осознанно понимаешь, что это твой
либо выбор, либо твое поведение, либо твое состояние. Когда ты понял, что есть проблемы у тебя ментального Всегда. характера? Всегда понял, просто не понимал, почему и откуда, а потом просто понял, почему и откуда. А ты можешь там назвать день или какое-то событие, что привело к тебя вот к осознанному осознанию, что есть эта проблема и нужно ее решать? Ну нет, день не помню, потому что еще я был ребенком. Ну не ребенком, там подростком, когда я стал это понимать. Просто дальше, постоянный вечный анализ. Что-то анализировал, что-то какие-то там складывал квадратики, кубики, но все это было недостаточно. Вот, и, наверное, полная картинка вот пришла после разговора с Маратом. Год назад, да? Ну, меньше еще, полгода. Как сейчас выглядит эта картинка для тебя? Лучше. Ну а Картинка какая она? лучше. Хотя бы на ощупь, если. Так, Ну, не пресекая твои границы, о чем ты можешь рассказать? насколько хорошо или что? Ну, может, процентов на 30-40. Вот для среднестатистического человека фраза, которая также была, которую ты произнес в Да. этом интервью, после вылета с Уимблдона «я не видел причин жить», Да. она совершенно... Но это вырвано из контекста опять. Ну, это меня наоборот прикалывает. Но я год мерю не месяцами. Мгм. Мне проще турнирами. И когда я по телефону говорил, мне проще было сказать турнир, когда какое-то время было. Потому что у меня там июнь, июль, эти месяца, по сути, пофиг. Ну, я не знаю, в моменте на автомате сказал время года турниром. Многие это поняли, что из-за матча или из-за результата это вообще не связано с теннисом. Связано только со мной лично, с моим, да, самим собой. Все. Моя мысль была и вопрос был такой, что для среднестатистического человека вот эта фраза, что Ну, после вылета из конечно. Уимблдона Да. Ну, конечно, это звучит ты не так видишь себе. причин Да. жить, конечно. она, скажем так, непонятна. Это Ну, то, что полная... непонятно, шляпа. Нет, так нельзя говорить, потому что это полностью обесценивает твои чувства, и это плохое Ну, занятие. нет, ну как можно? Ну, Нельзя короче, ну, ладно. чужое горе нельзя измерить. Это чужое горе, как бы не твое. Мой вопрос был в том, Непонятно, да. как это возможно, что вид спорта и дело, которое ты безумно любишь, Да. которое причиняет тебе столько Так я же радости, ответил. Вот. любви, Да. причиняет в то же время тебе столько триггеров и столько же боли. Так я же ответил. Что как это не раз, связано с теннисом. Нет, это не связано вообще с теннисом. И не связано с Уимблдоном. Все, что происходит на корте, это связано со мной лично, что со мной либо происходит, либо как сложился, как я сложился, и все. И так далее. А почему теннис тогда? Объясни, пожалуйста, как это у вас у спортсменов происходит. Теннис это как триггер, то есть он обнажает все какие-то проблемы? Не думаю, это у каждого по-разному, опять же. Ну, вот у у тебя меня, как? да, сложилось, что так, потому что из-за того, как, как я рос и так далее, что теннис самое важное, самое главное в жизни, там, и так далее, что теннис это выше всего, что теннис это там условно дороже всех жизней и так далее, то как бы у меня сформировалось, что как бы каждый раз, когда я на корте, это как же жизнь или смерть, и поэтому каждый раз, когда я играл, то у меня подходил уровень стресса, тревоги на пик, как будто там тебя сейчас либо убьют, либо убивают, и у тебя максимальный там весь твой этот стресс выплескивается в борьбе условно за жизнь. Вот у меня также случалось каждый раз, когда я выходил на корт, и поэтому в эти моменты ты уже ничего не видишь, не слышишь, у тебя как бы выходит все твое, все, что у тебя внутри, ты там копишь, не копишь, в эти моменты у тебя максимально это выходит. Вот и все. Это искренне твоя была мысль, что теннис это все, либо тебе ее Ну нет, вложили? то как, понятное дело, воспитывали. Но Как ты опять рос? же, это как бы вообще здесь ни при чем. Ну потому что как бы я уже взрослый, осознанный. Смысл смотреть в прошлое, и тяжело сказать, хорошо, воспитывали бы они по-другому, что я вообще бы не заиграл. Хотелось конкретный результат, чтобы я заиграл в теннис. Все для этого делалось, как бы я заиграл. То есть я в детстве, мне нравилось играть в теннис, и как бы другого в моей голове плана не было. То есть у меня не было там, а вдруг, если теннис не заиграю, то там буду делать тот или тот. Нет, у меня было в голове только вот, что есть дорога заиграть в теннис.
То есть ты не мог даже себе представить, Не, что... я лично не мог. То есть родители, не знаю, там представляли, не представляли, я лично не мог представить, что я делаю что-то А другое. почему? Просто потому что ты не видел другого, Не ничего знаю, другого, кроме я не тенниса, знаю. либо Ну, ты то есть не я там хотел? даже, когда я тренировался с ребятами, они там говорили, вот если не заиграть, это же нужно все равно хотя бы школу закончить, чтобы там, типа, образование было. Я говорю, да вообще пофиг, типа, какая разница, типа, это уже, если вдруг не заиграть, типа, уже пофиг, что делать. Вот, а если заиграю, то нафига думать, и подушку, типа, условно, безопасности, себе какую-то там постилать и так далее. И хотелось, чтобы я заиграл в теннис, и вроде как мне хотелось тоже. То есть, как бы это получилось. А как бы говорить, как бы было бы и так далее, то смысла нет. Ты сейчас такую фразу сказал, вроде бы мне бы хотелось тоже. Ну, я же никогда там не возмущался или там не говорил, нет, не ведите меня на теннис, не хочу, не буду. Вот. Ну, растили не прям, что я там буду первый и так далее, но растили, что да, вот нужно все делать для тенниса, нужно там тренироваться, пахать. Теннис самое важное, нет ничего главнее и важнее тенниса, нужно там все жертвовать для тенниса и так далее, и так далее. Это мешает сейчас твоей карьере? Вот эти гештальты, которые они не закрыты В карьере? еще? Да мне да тяжело сказать. Ну, это опять же возвращаясь, то есть нет смысла думать, мешает или не мешает. Была конкретная цель, она случилась. Сейчас я ответственен за свои решения, поэтому что говорить, то есть как бы сейчас это как влияет на меня. Ну, это, видимо, та цель, к которой ты всю жизнь шел, что ты с ней жил, с этой мыслью, что нужно выиграть шлем, Ну нужно да, быть дальше первым. как бы окей, хорошо. Вот если это не, же, да. это вот сейчас это на Ну. данном этапе твоей карьеры пока это не реализовано. Да почему не реализовано? Я же стою в десятке уже много лет. Этого достаточно. Нет, понятное дело, Я спрашиваю, нет, хочется больше, но и говорить, что я там не заиграл и не играю, тоже неправильно. То есть нужно понимать, что стоять, сколько, я не знаю, 5 лет я стою в десятке безвылазно, и учитывая, что происходит и так далее, ну это вообще шедеврально. Это супер, да. То есть как бы тоже я этого долго не понимал. А когда у тебя пришло это ощущение? Ну, сейчас, может, последние месяцы, что там находиться 5 лет в десятке с тем, что там происходит со состоянием, тем, что происходят там какие-то нюансы в жизни и так далее. То есть я понимаю, что ну, как бы это вообще капздец. То есть если убери там это все, то еще можно выстрелить куда угодно. Это мотивация для тебя убрать все те проблемы, которые тебя Ну да, окружают? в том числе. Почему сейчас это у тебя не получается? Это очень длительный какой-то процесс, Да. и ты очень сильно туда уже Да. пропал, завалился? Да. Может ли в этом помочь тебе терапия? Ходишь ли ты на терапию? На терапии не хожу, но ходил много разных перепробовал. Самый удачный Марат самый удачный. Марат – это терапия для тебя? Ну, на тот момент была, да, как мини-терапия. И Мгм. самая удачная за один раз. А давай тогда сформулируем, что для тебя терапия. Когда там пытаются разобраться в том, что у тебя внутри, наверное. Но Марат не психолог, он твой, Не. окей, товарищ, там- друг, сейчас тренер, но он не психотерапевт, не психолог. Да. Это все равно для тебя терапия? Ну, получилось, да, сработало как полностью как терапия, да. Так, и ты говоришь, что это самая удачная история. Да. Какие у тебя еще опыты были? Ну, пробовал много разных психологов, психотерапевтов, и, в принципе, многие из них хорошие и что-то дали. То есть там чуть-чуть тут, чуть-чуть там, чуть-чуть тут, ну просто как бы Марат все сразу дал. Это Точнее, его- он не дал, он помог, чтобы я догнал. По-моему, в Цинциннати, да, ты приглашал психолога в команду, Да. даже человек присутствовал. Вообще классный. Расскажи, пожалуйста, про него, потому что это вообще удивительная история. Ты его Да. нашел в инете, по-моему, да, после Википедии? Агент нашел, потому что он его знал. Да, Гало И с я ним послушал знаком. подкаст с ним, и мне понравилось, и он прям вообще максимально... Мне и нравилось, и нравится с ним работать. Сейчас просто взял, да, небольшую паузу, но я бы даже я не назвал, я даже не знаю, как назвать. Ну, короче, он прям классный, мне прям Мгм. нравилось, интересно. На какое количество турниров вместе с тобой? Нет, он был только на одном. в А так Цинциннати. у нас были постоянные, да, он был только в Цинциннати, его зовут Сет Пейпер. А так у нас были постоянные звонки. Просто у него модель урока, наверное, очень интересная. То есть он через видео показывает. И прикольно. Крутые спортсмены, что они говорили о результатах, либо о плохих моментах, там какие-то, может быть, известные ученые, либо просто какие-то, либо мотивационные видео, либо еще чего-то. И вот он подчеркивает разные
как бы важные ключи, чтобы у тебя формировался триггер, я не знаю, не триггер, ну, короче, да. Ну, Если- короче, прикольно. То есть интересно даже не в плане терапии, а просто ты, когда ты смотришь какое-то документально интересное кино, Мгм. условно, сам там ищешь где-то, а тут у тебя как бы уже все подготовлено со всеми там какими-то интересными ключевыми моментами. И сейчас вы на паузе, Пока да? на паузе, да. Почему? Потому что слишком too much всего, Да, изменений? слишком очень много всего, очень много событий, я понимаю, стал понимать, что я просто не вывожу. Не вас? Как вы сыграли? Я бросал. С каким счетом? Вы с только играли? Да. Что у тебя нарисовано на футболке? Это Для Андрей... фонда майки. Для фонда сделали майки. Сердечко, медвежонок, семья, Вода, планета, может быть, я не помню, что там. дерево, Дерево, цветочек. цветочек. Роль Андрея Рублева как человека и Андрея Рублева как теннисиста. Вот эти два персонажа, они в тебе как-то пересекаются, либо вы разные люди абсолютно? Да нет, одинаковые, все связано. Да, но иногда кажется, что на корте Ну да, и в кажется, жизни да, вы... два разных человека, Мгм. да. То есть оно просто проецируется по-разному на корте, вот я же говорю, при пике всего оно начинает... Это у всех людей так, неважно. Сделай тебе условия, где ты достигнешь своего пика стресса и так далее, что у тебя там вопрос жизни и смерти, ты себя точно начнешь вести, все, что у тебя внутри находится, также начнет выходить. Само собой происходит. А когда ты более там спокойным и так далее, то это как будто легче держать. Сейчас ты делаешь, как ты хочешь? Учусь делать так, как хочу, но опять же, должен быть баланс. Ты должен делать так, как ты хочешь в своих ситуациях. Не то, что типа, вот я хочу, там, чтобы ты мне это сделал, делай это. Нет, то есть ты должен за свои поступки, за свои действия делать так, как ты хочешь, не нарушая границы других. Там, да, слушай всех, а делай так, как ты хочешь. Неважно, родители, не родители, друзья, не друзья и так далее. Спасибо. Да. Пожалуйста.